System Shock 2, Half-Life, Diablo 2, Grim Fandango, Doom – игры, ставшие классикой, навсегда вписавшие себя в историю индустрии. Я уверен, что даже через 40 лет найдется человек, который снова захочет отправиться в путешествие по пустошам, выйдя за безопасные стены убежища 13. Но уже сейчас кто-то может подумать, а что если я подправлю кое-что тут и кое-что там, сделав свою любимую игру немного красивей? Как раз об этом наше сегодняшнее видео. Я расскажу о графических модах, которые кардинально улучшают внешний вид оригинальной игры. Поэтому погнали! Моды 2022 года на Fallout 4. Что тут сказать, Fallout 4 — это игра, которая только начинает принимать внятную форму, несмотря на то, что вышла целых 7 лет назад. Как и для многих других игр Bethesda, в сети существует абсолютно бесчисленное множество модов, способных поменять практически все аспекты игры. От добавления удобного рюкзачка и замены супермутантов на шреков, до новых квестлайнов и полноценных графических ревампов. Но, как многие, я полагаю, уже знают, нельзя просто скачивать все подряд, устанавливая одно на другое и надеясь на лучшее. Поэтому на форумах и сайтах, помимо самих модов, можно найти немалое количество руководств. Одно из лучших — Pred Caliber. В нем дается полное объяснение того, как модифицировать игру, какие моды вам нужны, в каком порядке их следует устанавливать, а также рекомендуемые настройки. Установка временами может быть нелегкой, будьте к этому готовы, но результат того стоит. Погода, текстура, окружение – все переработано, максимально детализировано и реалистично. В отличие от многих других модов нашего списка, для установки улучшений на Fallout 4 вам не обязательно иметь супермощный компьютер. Хватит и 1080 Ti, чтобы иметь хотя бы 60 FPS. Doom и трассировка лучей. Если бы и было слово покруче, чем радикальный, то оно смогло бы идеально описать этот мод. Doom на сегодняшний день довольно-таки древняя игра, в следующем году ей стукнет 30 лет. Если вы хотите вернуться в эту поистине классическую игру, при этом взглянув на нее по-новому, то рекомендую обратить внимание на рейтрейсинг мод от SaltMT. В отличие от мега-списка модов на Fallout 4, на установку которых уйдет минимум час или два, то тут все куда проще. Все, что вам нужно сделать, это скачать его, поместить копию doom.wat в ту же папку и готово. Включенной трассировкой лучей Doom превращается в совсем другую игру. Интенсивные реалистичные тени снова делают некогда жуткую игру атмосферной и впечатляющей. Есть только один недостаток. Всю игру полностью с этим модом пройти будет сложновато. В некоторых местах видимость настолько низкая, что непонятно, что делать и куда идти. Но, как бы то ни было, это большой шаг в графическом плане, даже если геометрия и некоторые спрайты остались такими же. Для фанатов игры и тех, кто хочет переосмыслить классику, этот мод – отличный вариант. The Witcher 3 – сочная графика. Игра, которая выглядит потрясающе даже без всяких улучшений. И даже если в плане графики эта игра сейчас выглядит уже не очень, то в плане художественного стиля держится на достаточно высоком уровне. Как бы то ни было, даже на такой шедевр найдется парочка достойных модов. На SAE.com, например, можно найти улучшенные погодные эффекты, обновленное освещение, новую траву, красивейшие облака и масштабно реконструированные текстуры, благодаря которым каждая мельчайшая в игре деталь выглядит предельно реалистично. Все это сделано для того, чтобы и без того великолепно выглядящая игра выглядела еще лучше. И по большей части в этом есть смысл. Мир с этими модами определенно выглядит более ярким и реалистичным. Модов, как вы могли догадаться, там очень много. Но опять-таки не обязательно устанавливать все и сразу. Некоторое время у вас уйдет на то, чтобы разобраться и понять, что вам действительно нужно. Но результат, обещаю, выше всяких похвал. Также поищите на Nexus Mod мод на графику, который делает интерфейс и картинку, как в демке Ведьмака, которую показали еще на E3 2014. Очень советую, выглядит потрясающе. Legend of Zelda Breath of the Wild в поисках графона. Да, на консольные игры тоже есть моды. Reverie Shade для Breath of the Wild, допустим, это простой пак теней, который превращает Хайрул в настоящую сказку. Установка, правда, немного сложная и даже противоречивая. Например, вам придется использовать эмулятор, чтобы запустить игру на ПК, но копирование легальной копии игры – это, пожалуй, самая сложная часть процесса. Ну, вы понимаете, да? Основными апгрейдами в этом паке являются улучшенное отражение, удаление тумана на расстоянии и улучшенное сглаживание поверх эффектов переливания, благодаря которым мир выглядит менее замыленным и не таким резким. Звучит пусть и не очень впечатляюще, но вот выглядит невероятно. Breath of the Wild – это отличный пример того, что достаточно популярная игра может обзавестись модами вопреки всем сложностям и запретам. Skyrim.
Изобилие модов Skyrim породило не меньше мемов, чем неукротимое желание Тодда Говарда продать вам одну и ту же игру несколько раз. Еще один год и еще одна пачка модов, которые превращают Skyrim в абсолютно другую игру. Как вы можете убедиться по этому видео с Reddit, снятым Шуди Кавер, комбинация модов выглядит потрясающе. Но опять же, как вы уже могли догадаться, это может привести к тому, что даже самый мощный ПК, не хочу сказать, что загорится, но перегреется точно. Список модов на Skyrim впечатляет. Основное, что они делают, это улучшает освещение, спецэффекты, траву, погодные эффекты, ландшафт, воду и броню. Хотя броня, по моему мнению, не очень-то и нуждается в доработках. Многие, я думаю, до сих пор играют в эту игру из-за того, насколько красива там природа. А с установкой этих модов все станет еще красивее и реалистичнее. Они настолько все улучшают, что иногда сомневаешься, в какую игру играешь. Но, повторюсь, единственная проблема заключается в том, что если у вас не зверский ПК, то вы не получите необходимую частоту кадров, если вообще не будете смотреть на статичную картинку. Как говорится, лучше, чем ничего. Конечно же, если вы не хотите валять дурака, гоняя по Вайтрану на мотоцикле, рекомендую серию модов ENB – Enhanced Natural Beauty. В геймплее она ничего не меняет, но здорово освежает картинку. Улучшенные модели, новое освещение, всевозможные фильтры. Идеальный выбор для вдумчивого повторного прохождения. Final Fantasy XIII мод от Green Thumb. Этот мод обновляет множество текстур, улучшает модели, увеличивает масштаб видеороликов для отображения в 4К, а также вносит множество других изменений. Например, моделька Lightning из cutscene теперь перекочевала в саму игру. В целом, может, конечно, показаться, что лучше не стало. Игра как-никак вышла в 2009 году, и это уже не изменить, но обновленные модели персонажей все еще выглядят достойно. А еще, если вы хотели сыграть в игру в 4К, то без этого мода точно не обойтись. И даже если найдутся те, кто захочет покритиковать геймплей, то наверняка найдутся и преданные фанаты, которых таким не напугать. Честно говоря, игра на момент своего выхода выглядела очень красиво, и меня радует, что очень многим она понравилась. Это определенно не моя любимая финалка, но приятно знать, что кто-то пытается ее улучшить. Minecraft RTX. Моды для Minecraft – это, разумеется, отдельная тема. Одни добавляют в игру новых монстров и оружия, другие улучшают оптимизацию интерфейс, третьи запускают ньютоновскую физику. Но что, если включить в игре популярную технологию трассировки лучей? Если не погружаться в подробности, можно сказать, что в старых системах заранее считались отражения и блики. А RTX позволяет пучку света несколько раз отскакивать от отражающих поверхностей, создавая более реалистичный эффект. Правда, чтобы насладиться им, потребуется видеокарта не слабее GeForce RTX. TIE Fighter Total Conversion. Оригинальный TIE Fighter считается классикой для многих фанатов. В наши дни к этой игре очень трудно вернуться по разным причинам, но мод Total Conversion максимально игру осовременивает. Оригинальная игра выглядит очень примитивно, мягко говоря. По сути, это просто кучка плоских полигональных моделей, плавающих в черной пустоте. А теперь посмотрите на мод. Мне даже сложно перечислить все, что он улучшает. Это практически новая игра, это огромный шаг вперед в плане графики и детализации. Этот мод включает в себя все 76 миссий кампании из оригинальной игры и ее расширений, а также переделанные версии сражений кампании оригинала. Они более кинематографичные, быстрые и современные. Они даже полностью переделали оригинальный саундтрек игры. Итак, этот мод невероятен, и установить легко. Если вы когда-либо интересовались TIE Fighter, но не могли пройти ее из-за устаревшей графики, то этот мод – идеальный вариант. Улучшаем Cyberpunk 2077 самостоятельно. Итак, нам нужно несколько модов для прокачки игры. Несмотря на то, что CD Projekt Red еще не выпустил официальный инструмент для создания модов, модеры нашли лазейки для улучшения игры. До количества и качества модов Skyrim пока далеко, но уже есть несколько способов облегчить жизнь. Самый важный мод – это Cyber Engine Tweaks. Без него большинство модов в списке ниже не будут работать. Он улучшает производительность, исправляет небольшие баги и вылеты, а также добавляет консоль разработчика. Модер Willy JL услышал молитвы часто передвигающихся на тачках игроков. Обновленная мини-карта с разным масштабом позволит следить за дорогой и любоваться красотой Найт-Сити, а не пялиться в правый верхний угол экрана. В Cyberpunk 2077 нельзя полностью скрыть интерфейс через настройки. Но если вы вдруг снимаете игрофильм, часто делаете скриншоты без режима камеры, или вам просто захотелось усложнить себе жизнь, находя точки в городе по памяти без мини-карты, то мод Non-Hideable HUD Removal скроет все ненужное. Как насчет челленджа со скрытой полоской здоровья у врага? И, наконец, Autonomous Reshade для улучшения графики. Дополнение в первую очередь оптимизирует HDR возможности игры.
Под HDR понимается так называемая функция расширенного динамического диапазона. Она дает более насыщенные цвета, лучший контраст и более темные тени и яркий свет. Разработчики мода также делают ставку на так называемый True HDR. Метод, основанный на программном обеспечении, получил известность благодаря играм на Unreal Engine 4. Хотя графика тут и так находится на высоком уровне, мод позволяет получить от игры еще больше впечатлений. Final Fantasy VII и мод AI Upscaling. Да, Final Fantasy VII Remake выглядит фантастически. Это прекраснейший ремейк, который заботливо создан с нуля. Но что, если вы хотите поиграть в оригинальную версию? Тогда этот мод для вас. Та же Final Fantasy VII, но улучшенная. Вместо чертовски размытых фонов оригинальной игры, мод Сацуки Ятоши отображает все в деталях. И сделали они это с помощью интеллектуального апскейла. И сделали не просто сказав: «О, выводим все через искусственный интеллект». Они кропотливо преобразовывали каждый кадр в игре вручную, чтобы все выглядело так же, как в оригинале, только четче. Попытка вернуться к оригиналу после знакомства с этим модом кажется странной. Улучшения значительные и вписаны в игру максимально гармонично. А еще там очень простой установщик, и вы можете настроить все так, как пожелаете. Для фанатов оригинала этот мод незаменим. На месте Square Enix я бы купил его у разработчиков и выпустил в свет. Kingdom Come Deliverance. Обновление 2022 года. Игра графически, если не впечатляет сама по себе, то выглядит более чем сочно. Но модеры пошли дальше и сделали все возможное, чтобы мир Kingdom Come выглядел еще более реалистичный, чем когда-либо. Для записи видео использовалось руководство по моддингу Apex Realistic, созданное Digital Dreams. В этой подборке много различных твиков и модов, которые значительно улучшают визуальное оформление игры. Также есть много модов для улучшения качества жизни, например, базовый мод для пропуска вступления. Есть и графические моды, которые улучшают тени для освещения и объемные туманные тени, которые добавляют глубину многим сценам. А еще советую Apex Reshade, который сделает дни более яркими, а ночи более насыщенными. И мод с трассировкой лучей от Паскаля Гилчера, благодаря которому тени и свет выглядят как никогда эффектно и реалистично. Batman Arkham Knight, также обновление 2022 года. Несмотря на неудачный запуск на ПК, Batman Arkham Knight, откровенно говоря, по-прежнему выглядит потрясающе. В отличие от многих других игр и модов в этом видео, на Arkham Knight нет целой тонны улучшений. Зато те, что есть, меняют игру кардинально. В сети мы в основном видим решейды. Например, для этого видео мы использовали шейдеры Prot 80 и XN 2077 и, естественно, вышеупомянутую трассировку от Паскаля Гилчера. Arkham Knight славится своими дождями и неоновым светом. И все это сияние отлично сочетается с шейдерами, которые делают Готэм Сити очень ярким, очень захватывающим и, откровенно говоря, требовательным к железу. Даже на нашем зверином ПК мы заметили некоторые подтормаживания при игре в открытом мире. Но выглядит потрясно. С этими модами игра выглядит практически новой, потрясающе. Реализм в GTA 5. С трудом верится, что GTA 5 вышла в 2013 году, учитывая то, насколько потрясающе выглядит ее открытый мир, эффекты и графика в игре на максимальных настройках. Но еще более трудно поверить, что можно создать мод, который заставит GTA 5 выглядеть в 100 раз лучше, чем она уже есть. Многие спрашивали в комментах, что за мод на GTA 5, когда я рассказываю про GTA 6. Так вот, это Natural Vision Evolved. Он превращает игру в современный поток с помощью новейших технологий и переработанной графики. Это, в общем, естественная эволюция проекта GTA 5 Natural Vision Remastered, популярного графического мода. Цель модификации – сделать GTA 5 максимально похожей на Южную Калифорнию, визуально и атмосферно. Для разработки мододелы исследовали местность, сотни фотографий и часы видеоматериалов, чтобы заставить игру с модом выглядеть так, как на видео. Мод включает в себя изменения погодных условий, окружающей среды, системы освещения, улучшение окружающих цветов, тональной карты, текстур мира, моделей зданий и многого другого. А также он прикручивает глобальное освещение с трассировкой лучей в экранном пространстве, световое освещение и отражение дождя. С Knife настроение GTA 5 стало более выразительным. Солнечные дни наполняются цветом и контрастом. Тускло-серый бетон на фоне насыщенного голубого неба сочетается с более оживленной атмосферой и рассеянностью, которую обеспечивает новая система освещения. Если вы хотите скачать мод, вам будут доступны несколько пресетов предустановленных настроек графики, которые подойдут как для мощных, так и для средних ПК. Если сравнивать в реальном времени, оригинальная GTA 5 определенно выглядит более плоской, немного размытой. Без этих дополнительных отражений, световых лучей, улучшения общего освещения и более четких теней, оригинальная игра выглядит как мультфильм в пастельных тонах. Пятая GTA-шка по-прежнему выглядит великолепно и в оригинале, но с этим модом мы можем лицезреть наглядный пример того, как же много решает качественное освещение в играх.
Тем не менее, спрошу вас, может, вы знаете какие-то качественные моды на графику и не только для ваших любимых игр? В общем, присоединяйтесь к дискуссии в комментариях. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.